Тот день не предвещал ничего необычного. Майкл привычно выполнял обязанности гида во время очередной экскурсии. Он рассказывал посетителям интересные истории и старался просветить их чем-то новым. Как вдруг из воды показалось какое-то существо. Майкл мгновенно заглушил мотор вместительной лодки. Люди притаились в тишине, не понимая резкой паузы экскурсовода. А гид тем временем начал всматриваться в океан. Примерно в 50 метрах от лодки дрейфовало что-то крупное. Всецело доверяя своему глазомеру, мужчина быстро определил животное, которое медленно приближалось к ним. Да и с кем его можно спутать в такой местности? В гости к представителям человеческого рода пожаловал белый медведь. Но Майкл то и дело продолжал всматриваться вдаль. Он хотел понять, что именно делает громадный хищник, ведь его движения были каким-то вялыми, хаотичными и странными. Мужчина решил медленно приблизиться к медведю, попутно успокаивая всполошенных людей на борту. Они были вынуждены прервать экскурсию. Гид пытался объяснить, для чего это нужно. Он осведомил присутствующих о том, что полярные медведи охраняются здесь законом. Пассажиры туристического судна оказались понимающими, поэтому вынужденная остановка никому не доставила хлопот. Люди стали охотно любоваться громадным зверем вблизи. Когда еще им выпадет такая возможность? Несколько минут спустя двое присутствующих начали поднимать панику. Они заявили, что близкий контакт с таким животным может оказаться опасным. Дескать, надо срочно уплывать по намеченному курсу и оставить медленно приближающегося медведя в покое. После непродолжительных споров недовольные пассажиры потребовали доставить их к берегу. Они не хотели примыкать к тем, кто позитивно отнесся к предложению гида. Майкл согласился выполнить их просьбу, поскольку он не имел права игнорировать подобные вещи. Он – обычный гид, несущий ответственность за безопасность участников экскурсии. Лодка направилась по намеченному маршруту, однако Майкл не прекращал попыток донести до людей главную мысль. Он имел большой опыт в проведении экскурсий на воде и очень часто встречал полярных медведей, те ни разу не были замечены в беспричинной агрессии к людям. Все протекало мирно и весьма дружелюбно. Тревожные мысли продолжали плодиться в голове экскурсовода. Мужчина понимал, что с медведем что-то не так. С ним наверняка что-то случилось, но сначала нужно было доставить людей на берег. А уж потом никто не помешал бы ему вернуться к животному. Лишь бы бедняжка дотерпел, он явно плыл из последних сил. Судно отплывало от полярного зверя, но через несколько минут Майкл понял, что животное быстро передвигается по воде. Видимо, его вялость сменилась энергичностью, медведь приближался к берегу по удобной ему траектории. Лодка тоже следовала туда. Желание помочь животному отчасти сменилось тревогой за участников экскурсии. Гид связался по рации с наблюдательным постом и объяснил ситуацию. Ему срочно требовалась подмога. Как говорится, на всякий пожарный. Затем Майклу стало стыдно за панику, которую он поднял. А все потому, что он снова увидел медведя, который с большим трудом преодолевал водную стихию. С животным явно было не все хорошо. В какой-то момент медведь начал зависать на одном месте и даже слегка уходить под воду. И тут экскурсовода наконец-то осенила верная мысль. Медведь запутался в рыболовных сетях. Он барахтался из последних сил, чтобы освободиться из ловушки. У Майкла проступили слезы на глазах. Он не мог спокойно вынести такого зрелища, поскольку очень трепетно относился к животным. Мужчина не знал, как ему правильно поступить. Животное нуждалось в спасении, но вместе с тем это был полярный хищник, который мог повести себя с людьми непредсказуемым образом. На эмоциях Майкл приказал людям, которых высадил на берег, ждать, а сам мигом запрыгнул в лодку и отправился навстречу бедолаге. В его голове уже созревал примерный план того, как можно облегчить страдания обессиленного животного. На борту имелся прочный канат, из которого мужчина быстро сделал большую петлю. Он решил подцепить медведя, чтобы тот мог держаться на воде без особых усилий, хотя бы для небольшой передышки. Деревянная лодка должна была стать неплохой опорой для такого груза. Майкл успешно набросил петлю на животное, но дальнейшие события пошли слегка не по плану. Медведь, пытавшийся освободиться от сетей, начал сбрасывать с себя и веревку. Петля оставалась на нем, но не в самом удобном положении. А мужчине приходилось прилагать максимум сил, чтобы ситуация продолжала оставаться хотя бы под частичным контролем. Ему требовалась подмога спасательной группы.
У гида устали руки, а сил почти не оставалось. Было неясно, когда поспеют представители исследовательской группы, с которыми Майкл договаривался по телефону на берегу. В какое-то мгновение мужчина чуть ли не взвыл от боли и неожиданной картины на горизонте. К его лодке динамично приближалось рыболовное судно. Майкл выкрикивал рыбакам призывы о помощи. Крепкие мужчины сменили утомленного экскурсовода и стали по очереди удерживать веревку. К сожалению, животное сильно сопротивлялось, и это мешало дальнейшим действиям. Спасатели собирались доставить медведя поближе к берегу, но для этого требовалось, чтобы зверь подчинился. Как следствие, им почти не удавалось продвинуться с места. Рыбаки тоже были уставшие, поэтому внеплановое приключение быстро всех вымотало. Так больше не могло продолжаться. Как вдруг в стороне появилось судно с исследователями. Майкл зазывал их руками и громкими криками. Но то, что они сделали, шокировало всех. Эти люди достали оружие и выстрелили в животное. И только потом удалось выяснить, зачем они так поступили. Специалисты использовали транквилизатор для успокоения животного. Другого выхода у них просто не было. Тело медведя быстро пришло в расслабленное состояние. Он почти перестал сопротивляться и просто находился в воде. Теперь он легко подавался, можно было спокойно перемещать животное к берегу. Майкл с трудом перестал плакать. Последние события впечатлили его до глубины души. Но мужчина понимал, что сейчас полярному хищнику ничего не угрожает. Когда действие лекарства завершится, с медведем все будет хорошо. А пока что ему требуется совсем другая помощь. Зверя вытаскивали из воды всей группой, и эта задача выдалась очень трудоемкой. В итоге медведь лежал на спине, а его лапы были сильно запутаны. Сети пришлось аккуратно разрезать на части, чтобы освободить животное. Все шло к своему логическому завершению, но Майкл оставался в напряженном состоянии. Он не доверял ученым, поскольку в этих местах о них давно распространялись жуткие слухи. Дескать, они не имеют ничего общего с охраной внешней среды, в отличие от местных жителей. Белые медведи охраняются здесь законом, поэтому к приезжим специалистам относились скептично и настороженно. А еще Майкл увидел в их сумке инструменты, от которых у него побежали мурашки по коже. Там были скальпели, шприцы и ножи. Рыбаки встали на сторону гида, хоть он и не просил их об этом. Позже они выступили единым фронтом, заявив о действующих законах. Они потребовали от ученых покинуть это место после проведения осмотра животного. Специалисты растерялись от такого напора, но со временем им удалось убедить людей в том, что их намерения абсолютно мирные, а медицинские инструменты они используют в крайних случаях, если пострадавшим животным требуется проведение локальных операций. Этот разговор помог обеим сторонам развеять ненужные домыслы. Общими усилиями эти люди спасли полярного медведя из коварной ловушки. Вот такая невероятная история, пример сплоченности, отваги и гуманизма.